Я тебе советую, может быть, когда-нибудь ты перетянешь потолок Алькантару здесь целиком, и это будет очень круто. Как начать обзор? Первая мысль, которая у нас возникает, когда мы оказываемся на шипах на сухом асфальте, это а что будет, если дрифтануть? Итак, это двухлитровый, ребята, Mercedes. И в данный момент мы проходим уже почти круг. Тима, круг же прошли уже, да? Да. Боком. И заметьте, насколько я напряжен. Так, я подключил вторую руку, это значит, мне уже тяжело. Это Мерседес, ребята. Я люблю всегда говорить, что будущее наступило уже вот при нас. Мы на него можем посмотреть своими глазами, пощупать, прокатиться в нем. Но будущее здесь даже, ребята, не в том, что здесь полно датчиков, не в том, что он паркуется сам, не в том, что он предотвращает сам дверь ДТП, даже если вы зазевались, засмотрелись. Будущее в том, что даже после такого безумия вы сможете сесть в салон, переключиться в режим комфорт или даже эко для особо экономичных. И с кайфом поехать дальше. Мы убираем руки и ноги отовсюду. И у него работает полностью. Вот если сейчас там кто-то подойдет сзади или подъедет, или метеорит упадет, он его объедет, отъедет, перестроит алгоритм и поставит нам машину все равно, рано или поздно. Он будет это делать до скончания времен, но машину поставит. Причем миллиметражи, которые он делает при этом, покажи наш правый угол сейчас вот туда. Он иногда жестит, прям страшно иногда становится. Давай выйдем, посмотрим, как он, насколько близко он к бордюру поставил нас. Я сказал бордюру или бордюру, интересно. А то меня любят частенько поправлять. Как он это делает, я до сих пор не знаю, но это работает. Он не бьет бампер, я много раз уже пытался, да простят меня люди из категории «лучше бы мне отдал», но я пытался разбить на нем бампер, а бордюр он этого не делает. Давайте посмотрим, что он умеет еще. Например, мы хотим теперь поехать в обратную сторону, откуда приехали. Выбираем. И машина не только паркуется сама, но и выводит нас на обратную траекторию, то есть выезжает с парковки. И если что-то даже изменилось за время вашего отсутствия, она перестраивает алгоритм. Что происходит? Он сейчас ударит, они застрахованы, да, Стас? Офигеть! А прикинь, как мне страшно, за рулем-то никого нет. Нет, мне страшно, я могу только это прокомментировать. Это когда ты за рулем сидишь, еще знаешь, страшно. А когда она сама, посмотрите, что она делает. Оп, обзор Loud Sound. Не забудьте подписаться на канал. Ну, бампер-то она должна ударить сейчас, Стас? Ударит, ударит. Нет, этот Мерседес паркуется и со мной внутри на пассажирском сидении, и со мной внутри на заднем сидении. И сейчас мы попробуем сделать это без меня внутри вообще. Но рисковать Мерседесами это достаточно дорого, поэтому мы поедем, рискнем Тойотами. У Мерседеса Е-класса есть уникальная особенность, он может парковаться сам, даже когда вас нет внутри автомобиля. Но, к сожалению, пока это не работает в России, потому что завязана такая парковка через какой-то облачный сервис. Но так как мы живем в России, я надеюсь, мы все-таки сможем это сделать. Мы сейчас заглушили концевик на двери, и я могу выйти, чтобы Мерседес не заметил, что меня нет внутри. Проверим сейчас, насколько он умный. Мне очень сейчас страшно. Не работает в России. Ага, сейчас.
нас Мерседес, который только что припарковался сам. Всем привет, это необычный обзор Loud Sound. Необычный он потому, что мы уже снимали Mercedes E-класс и почему-то снимаем его еще раз. Необычный потому, что вот стоит рядом здесь человек, которого вы пока распознать не можете. Его зовут Тима. Прежде всего хочу обратиться к долб***вам, которые постоянно пытаются в комментариях меня уличить в рекламе Мерседеса. Идите нахуй, это не реклама Мерседеса. По двум простым причинам. Во-первых, в рекламе Мерседеса не может звучать слово долб***бы, а во-вторых, в рекламе Мерседеса не может звучать слово. Я поставил эти Воссоны, потому что мне их подарили. Спасибо большое Эльдарчику с канала Эльдар Автоподбор. У нас была коллаборация, и он мне подарил эти диски. На него подписалось очень много моих подписчиков, но, видимо, недостаточно много, потому что диски он мне подарил на 18. Видимо, если еще подпишетесь, может и 20-е будут. Также часто пытаются уличить меня в понтах, да, в хвастовстве. Ничего крутого в этом Мерседесе нет. Кроме того, что это самый крутой на данный момент Мерседес. Знаете, почему он самый крутой? Потому что такой ключик есть только на Ешке, а такая Ешка есть только у меня. Потому что не найдете вы больше Ешку на 18-х китайских Воссонах. Обзор у нас сегодня будет гораздо интереснее, чем первая часть. Во-первых, с нами нет Стаса. Мы едем в горку втроем, ребята. Все, Хватит, да, ехать? хватит ехать. Даже если бы он находился в машине, теперь это моя машина, я могу ехать с любой скоростью, хоть 110. Ебаться! 2 литра! Покажем все функции. Самое главное, мы это сделаем с точки зрения владельца автомобиля уже. Это не тест-драйвовый у нас автомобиль. Многие вещи меня впечатлили, многие разочаровали. Удивили отсутствием немецкого подхода. В любом случае, есть что рассказать у меня про эту машину. И это один из самых интересных тест-драйвов, которые вы смотрели. Поехали. Mercedes называют этот автомобиль современная роскошь. Он действительно является таковым. Такую визуализацию не предлагает совершенно никто. По крайней мере, по E-классам. Вы не увидите этого в BMW пятерке. Вы уж тем более не увидите этого в Audi A6, потому что Audi A6 опоздали на пару лет. Они сделали подсветку за приборной панелью, и таким образом ночью она как будто бы парит в воздухе. Это выглядит очень круто. В пятерке ничего этого нет. Это не значит, что там хуже. По мне, так пятерка, она более строгая, она осталась пятеркой. Это ничем мне Ешку уже не напоминает. Ни 212, ни 211. Это совершенно новый автомобиль. Пятерка же, как iPhone в этом году, они ничего не изменили, они все улучшили. И мне на самом деле пятерка ближе. И этот салон показался изначально немножко каким-то вычурным, я не знаю, не настоящим, каким-то странным. Но покатавшись в нем пару недель, действительно привыкаешь, начинаешь видеть какие-то очень красивые вещи, и он начинает тебя все больше и больше впечатлять. Прибавьте сюда неплохую, я говорю неплохую, потому что мы занимаемся этим профессионально, шумоизоляцию. То есть для стокового автомобиля здесь довольно тихо. Даже сейчас мы едем на шипах, в потоке. У нас в салоне дополнительных каких-то там громких звуков нет. Не изменяет себе Mercedes и в инновациях. Здесь на самом деле очень много новых фишек. Я знаю, в комментариях очень любят писать, что это уже было в японцах в 1962 году. Но для меня эти все вещи новые. Этот автомобиль не даст мне совершить столкновение с впереди идущим автомобилем. Он меня остановит, перед этим предупредив звуковым сигналом. Причем откалибровано это просто идеально. Я игрался с этой штукой на трассе. Я еду, играюсь с этой херней, что он сам останавливается, когда пытаешься врезаться в фуру. Он реально то это делает, то нет. Просто очко играет, и ты сам нажимаешь на тормоз. Но если не ссать и прям попытаться врезаться, страшно. И ремень натянулся. Еще страшно, я отвечаю, но машина реально тормозит и еще ремнем бьет сразу по ключице, так нормально. Пока вы реально не пойдете на удар, она не вмешается. Делается это для чего? Для того, чтобы, если вы уже приняли решение не тормозить, а уходить от удара, чтобы эта система не вмешивалась в ваши действия. Поэтому она будет вас оттормаживать только когда будет полностью уверена, что сейчас вы запечатаете впереди идущий автомобиль. Она распознает дорожные знаки, выводит их на дисплей. Вы можете опционально выбрать, что делать при нарушении правил, предупреждать вас визуально, звуковыми эффектами, или выписывает вам штраф. Нарушил, сразу чек отсюда влазит. Так и будет, я тебе говорю. Здесь стоит инновационная подвеска, и работает она просто шикарно. Когда мы брали автомобиль на тест-драйв и ездили со Стасом, я отметил, что машина ведет себя мягко, как-то странно, непонятно. Вроде лучше бэхи моей, вроде не лучше. Поездив какое-то время,
я попал в жесткие кочки вот на трассе на огромной скорости, и там становится понятно, что эта подвеска отрабатывает просто нереально круто. Автомобиль даже на 20-х колесах, на низком профиле едет просто шикарно, очень мягко и при этом очень круто рулится. Про свет здесь отдельная история. Целое лазерное шоу происходит каждый раз, когда мы запускаем двигатель, и это только начало. Дальний в этом автомобиле можно не выключать никогда, даже сейчас я его могу включить. Устройство у фар здесь очень сложное, здесь стоит 84 светодиода в каждой фаре, поворотные элементы, линзы и огромное количество мозгов. Подсвечивая всю дорогу дальним, фары будут распознавать объекты других участников движения, повороты, перекрестки и даже дорожные знаки. Чтобы не слепить вас, они будут снимать с дорожных знаков дальний свет, светить на них пучком ближнего, остальное оставляя в дальнем. На встречные автомобили они будут пускать тень, и разъезжаться вы с ними будете, совершенно не мешая друг другу. При этом фары берут информацию даже с сигнала GPS, с карт, понимают, когда вы приближаетесь к повороту, когда вы приближаетесь к перекрестку, и в зависимости от дорожных событий меняют освещение. Это очень круто, это действительно наступило будущее. У нас здесь умное освещение, и оно не просто умное, оно еще при всем при этом очень ярко светит и очень далеко. Это очень красиво и это очень безопасно. И давайте поговорим о минусах. Собственно. Они здесь тоже есть. Начнем с посадки. В Бэхе я привык ездить вот так, особенно по трассе, подгибая ноги под себя. И BMW наклон положения сидения был гораздо выше. Здесь у меня, видите, при самом максимальном подъеме остается расстояние между коленкой и сидушкой. И это очень для меня неудобно. Грех жаловаться, это лучше, чем тройка, это лучше, чем там цешка. Здесь комфортно, здесь много места, можно развалиться, но в BMW удобнее. Еще больше отравляет эту ситуацию круиз-контроль. На BMW у меня здесь был рычажок, и я, подогнув обе ноги, на трассе ехал примерно вот так, управляя пальцем. Автомобиль спокойно управляется пальцем, можно возвращать запомненную скорость движения, можно набирать скорость, делать торможение, сильное, слабое, ноги подключать не нужно. Здесь у нас круиз-контроль спрятали за руль. Там есть даже лампочка, которая обозначает, горит у нас лимитатор или находится в режиме круиз-контроля. Это очень странная лампочка для меня. При определенном положении руля вы ее будете видеть, при определенном не будете. Сама ручка расположена тоже таким образом, что вам нужно убирать руку с руля, извините, откорректировать скорость, вернуть ее на руль или на ноги, где она у вас лежала. Совокупность этих двух вещей для меня загадка. Так же, как и поворотники залипающие на Audi, Mercedes, Porsche. Почему в BMW догадались сделать эту ручку всегда в одном положении, а в этих автомобилях она до сих пор зависает и потом отщелкивается. Следующий минус — это вот этот вот шикарный, красивый, очень крутой экран. В Mercedes всегда это было погано, всегда это было лучше в BMW. Чуть хуже в Audi, в Mercedes, на мой взгляд, всегда это было плохо. Вы покупаете автомобиль за 15-20 миллионов, и у вас вот этот вот Command был ужасный, квадратный, очень некрасивый, и до сих пор люди ездят, не могут подключить к нему внешние источники. Здесь Mercedes превзошли себя, они реально сделали прорыв, они дали нам очень крутую и очень живо работающую приборку. Мы здесь можем выводить информацию, какую хотим, слева, справа, по центру, то есть это все супер выглядит, супер настраивается, и такая же очень крутая штука у нас справа. Она читает любые форматы, MP3, МКВ, можно смотреть видео, а если вы еще и заказали вот такую вот штучку для разблокировки видео в движении, вы можете смотреть его еще и на ходу. Управление реализовано тремя разными способами. Можно управлять привычным нам колесом, используя сенсор, который расположен над ним, он его полностью дублирует. Можем также использовать сенсор, который находится справа на рулевом колесе. Поначалу мне показалось очень странным, что они сделали целых 3 варианта, то есть не могли определиться, как удобнее. На самом деле в разных ситуациях удобно использовать разные эти органы управления. Эта опция и очень богатая. У вас очень хорошая, крутая тачка. Она знает, как сделать, чтобы вы не врезались. Она выводит вам дорожные знаки на экран. Она управляет светом. Все круто в этом автомобиле. Но почему эта штука тормозит, как китайский iPad? Если вы сейчас возьмете любой телефон на андроиде, самый дешевый, он будет тормозить меньше,
чем NTG 5.5 в Мерседесе 2016 модельного года. BMW-шному NBT всегда проигрывали и Audi, и Mercedes. И сейчас Mercedes вроде бы сделали вещь лучше, чем NBT, но у BMW появилась NBT EVO, которая работает еще живее, имеет возможность подключения Apple CarPlay без шнурка. Здесь вам все еще требуется шнурок. Покупаете тачку в самой хорошей комплектации в AMG S-версии, вы ее купите за 10-11 миллионов. И вам нужен, сука, шнурок, чтобы подключить ваш iPhone, хотя эта технология уже работает без шнурка. Не думаю, что для Mercedes была большая проблема оптимизировать ПО, либо воткнуть более мощное железо для того, чтобы у нас здесь была NTG, которая была бы лучше NBT EVO, но она не лучше, она реально хуже. Однако, при всем при этом, мы имеем лучшую кастомизацию, чем на BMW, мы имеем лучшую визуализацию. Это может быть спорно, может субъективно, но этот экран выглядит очень красиво, очень хорошая детализация, очень хорошая цветопередача, выглядит прям супер. При этом при смене типов приборной доски у нас меняется еще и тема, у нас меняются цвета. Все это выглядит супер круто, пока вы ей не пользуетесь, пока она не тормозит, здесь все идеально. Пару слов об аудиосистеме. Конечно, вы знаете, что я ее обосру, я не буду долго этого делать, у меня есть на втором канале видео, которое называется «Новая аудиосистема в Mercedes W213». Сейчас отмечу только пару моментов. Задний динамик ближе к водителю, чем передний динамик. На этом этапе для меня уже становится понятно, кто занимался аудиосистемой и занимались дизайнером. Если бы я был еще и высокий и сидел бы чуть дальше, он бы играл мне как наушник прямо в ухо. А передний при этом на расстоянии у меня находится вытянутая руки. Как выйти из этой ситуации? Как сделать хорошую музыку? Вы можете, конечно, побежать купить Бурмистер за 600 тысяч. Вам чуть лучше динамики впихнут в те же самые места, поставят какой-то типа усилитель. Музыка действительно будет звучать лучше. Будет ли она звучать лучше на 600 тысяч? Это очень риторический вопрос. Если вы захотите проапгрейдить штатную аудиосистему здесь, у нас пока нет решений готовых, но в ближайшее время мы этим будем заниматься. Также меня немного опечалило сначала место сзади. У меня сзади вместе со мной находится Тима. Некоторые его неправильно, ошибочно назвали Дима. Ты знаешь? Удивлялся. Тима — это Тимофей сокращенно. Нужна рубрика «Он вам не Димон». И он 2.05. 2.05 же ты ростом? Мне кажется, больше даже. Я просто сейчас, почему решил вот этот кусок записать, я обернулся, он сидит с кайфом кофе попивать. Тебе комфортно? 2.05. Человеку комфортно. Смотри, я не могу вот так ноги поставить, мне будет некомфортно. И... Не, подожди, у нас еще не до конца все впереди. То есть тут... Впереди что тут же пок- совсем карлик? Нет, тут да, тут сейчас никто, вот, кстати, бабло, кто в понтах там пытается уличить, смотрите, бабло есть, вот, спинку чуть-чуть наклонить, и тогда будет еще вот больше так вот, места. более дарственно. Конечно, спереди сейчас у нас уже кто-то сядет совсем наоборот, и сам за собой Тима уже не сядет ни на одно здесь сиденье. Сзади меня никто уже. Да, об этом можно... Я пытался. Кто там сидел спереди? Я не помещаюсь. Это вы Е-классом называете? Дима жалуется, говорит, алькантары не хватает, потому что он головой постоянно цепляется в потолок. Однако у нас есть алькантара на сиденьях. Антон прилетел к нам в Ростов специально, чтобы оценить качество алькантара. Исключительно ради этого. Да, как тебе алькантара? Значит, я могу сказать, что было бы лучше, если бы она еще была наверху. Здесь вот целиком. На сиденьях идеальная, классная. Я уже не говорю о том, что не нужен ни подогрев, ни вентиляция. Ты можешь забыть про это. Здесь жарко, холодно. Настоящая качественная алькантара, которую можно трогать просто как бы. Может быть, когда-нибудь ты перетянешь потолок алькантару. Тима подсказывает, говорит, Антон Воротников самый большой специалист по алькантаре, а я, говорит, вообще просто самый большой специалист. 200 едешь. Ты валяешься, отдыхаешь, смотришь телек, сейчас разблокирую видеодвижение, смотришь телек или слушаешь музыку. И похуй, кто там сколько от 0 до 100 разгоняется. Они там в городе ездят 0-100, 0-100, 0-100, там, знаешь, снимают на видео. А ты едешь, кайфуешь, вот это вот, по дождю, на шипах. У тебя в салоне тихо, даже без шумки дополнительной. А если зашумить, то это вообще рай. И вот она едет, смотри, вот на шипах 200, руль можно не трогать. Идеально. Смотри, 210 с горочки, спокойно, вот, и уверенность полная в машине. При этом комфорт на самом высоком уровне. Круче, наверное, только в S-классах, в семерках, в А8 там. Ну вот крейсерская. Спокойно едешь, не напрягаясь. Если днем это современная роскошь, то ночью, и особенно это чувствуется на трассе, это
настоящий современный немец. Он вгрызается в дорогу, у него дикая управляемость, нет ни намека на болтанку, ни намека на какие-то кочки, на неровности. Он просто безупречно, с комфортом, некой агрессией пожирает километры. При всем при этом подсветка в салоне не мешает, а добавляет некого волшебства. Я знаю, что отдельная категория людей осталась недовольна этим обзором. Эти люди не любят, когда чем-то восхищаются, они не любят, когда что-то хвалят. Но обзор снимался для другой категории людей. Для тех людей, которые способны представить, во что сейчас трансформируется немецкий автопром. Для тех людей, которые понимают, что будущее наступает на наших глазах. Если вам понравился этот обзор, обязательно поставьте палец вверх, обязательно поделитесь, это будет лучшая благодарность для меня. И всем пока, живите громко. Остановил? Все, идет. Like a missile, JB is the initial. Gotta keep it, gotta keep it, gotta keep it, gotta keep it, gotta keep it official. Whipping up the game plan to set it off like a missile. Business is intact, now we come back strapped. So if something go down, we rearrange contracts. Coming right and exact to take your mental out the shack. Dunk your cookie in my milk and let it soak in my rap. On the mic I talk about the fight to reach new heights. Put up a fight with everything inside that blocks my light. Label my generation. Next monster spot when it get hot, we don't stop to bust back. We just keep bustin', just keep bustin', just keep bustin', just keep bustin', just keep bustin'. Name spells out success to remind you of a picture with the JB's reps. Сравнение Mercedes E-класса и BMW 5, и мы даже его делать не будем. BMW сразу проиграла, смотрите. Видите под капотом что? Ничего нет, посмотрите на Mercedes. Вот у меня сколько с собой листьев всегда есть. Ну какая это реклама Мерседеса? Это реклама BMW. У нас обзор Мерседеса, но почему-то у нас в каждом обзоре Мерседеса появляются BMW. Вот круто, смотри как. Вовчик, хочешь в обзор попасть? Нет? Да легко. Давай драгрейсинг, Вовчик, давай. А ну газани. Только слышь, чтоб в меня говно не полетело. Ох, нихера себе. Это драгрейсинг Мерседес против КамАЗа, ребята. А что ты и ехал бы там, мне кажется, эти машины тебя не сильно задержали бы. А у нас тем временем третий день съемок. Саша 77-й помогает нам со съемкой с воздуха. Его вот это чудо-устройство. Оно стоит как машина бюджетная, 700 тысяч где-то, это хрень со всем тюнингом, что Саня накупил, стоит. До 80 за 5 секунд, а до 100. Так уж и у Мерса есть шанс, да, если прошить. Так давай стартанем, а? Раз на раз встанем с вертолетом. Почему у тебя машина УКЕ называется? Оторвалась, что ли? Да? Японцы не ломаются, японцы разваливаются. В рекламе Мерседеса не может быть слово «долбёб», что я как-то грубанул. Потому что я еще сказал. У него какой-то неприличный уже рост, я не пойму как. А меня видно вообще? Можешь вот так вот стоять делать? Понял, по блатному. Хорош. Надо резинки остыть.